Прямоугольная салфетка для сервировки стола крючком. Дизайн этой модели придуман мастером из Бразилии, которую зовут Анджела Оливейра. И с ее разрешения был снят этот мастер-класс. Все его части вы найдете по ссылке в описании к этому видео. Всем привет, мои дорогие, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. Для вязания этой салфетки я использовал крючок 3 мм и вот такую пряжу. Это бразильская марка пряжи, я думаю, вряд ли она продается в странах СНГ, но вы можете найти что-то похожее, просто ориентируйтесь на толщину нити. В этом моточке 254 метра и 125 грамм. Ну, грубо говоря, здесь в 50 граммах 100 метров. Рекомендованный крючок для этой пряжи от 2 до 4 мм, но я вязал крючком 3 мм. И если, например, ваша пряжа слишком тонкая, вы можете вязать в 2 нити. Любой хлопок, обычный или мерсеризованный, всегда хорошо подходит для салфеток. В длину она у меня получилась 48 сантиметров и в ширину 32 сантиметра. По завершении работы все свои салфетки я всегда блокирую. Как я это делаю, вы можете посмотреть видео по ссылке в описании. Но можно и просто по завершении работы во влажном виде растянуть ее хорошо в разные стороны руками, чтобы все петельки и столбики встали на свои места. И с изнанки можно просто ее отпарить утюгом, растягивая и придавая форму руками. Если у вас нет большого опыта в вязании, то на моем канале вы найдете плейлист под названием «Уроки вязания крючком». Потренироваться, а уже потом приступать к этому или какому-то другому мастер-классу. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, кладу вот так на 2 пальца, оборачиваю и здесь вот так впереди скрещиваю, сзади придерживаю. Теперь вставляем крючок под первую нить, цепляем вторую и вытягиваем ее. У нас здесь образуется вот такая петелька. И теперь мы цепляем уже рабочую нить. И сейчас у нас на крючке получилось 2 петли. Мы их вот так пальцем придерживаем, а другие пальцы из кольца вытаскиваем, чтобы у нас ничего не развалилось. Аккуратно. Вот у нас здесь получилось вот такое кольцо. И теперь мы уже протягиваем вот эту нить в петлю. И вот так затягиваем. Вот получилось наше кольцо амигуруми. Теперь нам нужно сейчас сделать 3 столбика с одним накидом. Первый столбик мы заменяем 3 воздушными петлями подъема, но здесь у нас уже вот такая одна петля есть, и я сделаю еще 2 воздушные петли. Раз и 2. Вот у меня получился первый столбик с одним накидом. Теперь я выполняю накид. И в это же кольцо провязываю еще 2 столбика с одним накидом. Первый столбик с накидом, накид и второй столбик с одним накидом. Вот я выполнил 3 столбика с одним накидом. Теперь выполняем 1 воздушная петля. И в это же кольцо провязываем опять 3 столбика с одним накидом. Накид и в кольцо провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз. Два. Три. Опять 1 воздушная петля. И еще 3 столбика с одним накидом. Накид и в кольцо провязываем 3 столбика с одним накидом. И четвертый раз выполняем 1 воздушная петля. И опять в это кольцо провязываем 3 столбика с одним накидом. Если места у нас не хватает, мы за вот этот хвостик сейчас вот так немножечко просто тянем. И провязываем еще 3 столбика с одним накидом. И 1 воздушная петля у нас между вот этими блоками. То есть у нас блоки по 3 столбика. И провязываем 1, 2 и 3 столбик
с одним накидом. И также одна воздушная петля, у нас разделение между этими блоками. И теперь сейчас мы аккуратно за вот этот хвостик тянем и замыкаем все вот эти столбики вместе. Вот так затягиваем. Чересчур сильно не перетянем. Все, вот так затянули, этого уже достаточно. И сейчас я вот так вот этот хвостик прям сверху рабочей нити туда-назад кладу и выполняю соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. То есть вот у нас была одна маленькая, самая первая, и я еще две делал. И вот в эту третью я провязываю соединительную петлю. И при этом у меня получается то, что этот хвостик я вот там прям так зацепил, замкнул. Все, таким образом наш первый ряд завершен. Сейчас приступаем ко второму ряду. Вот этот хвостик я сейчас назад возвращаю и буду вот прятать под столбиками второго ряда. То есть вот сейчас я его сюда возвращаю. И нам нужно соединительной петлей пробраться в следующую арку одной воздушной петли. Я выполняю соединительную петлю в следующий столбик. При этом вот этот хвостик я замыкаю. Соединительная петля в следующий столбик. И уже соединительная петля в следующую арку одной воздушной петли. Теперь в эту арку одной воздушной петли нам нужно провязать 3 столбика, 2 петли и 3 столбика. Первый столбик мы заменяем 3 петлями. 1, 2, 3. И провязываем еще 2 столбика сюда же, в эту же арку одной петли. Первый и второй. То есть вот мы провязали сейчас 3 столбика с одним накидом. Теперь выполняем 2 воздушные петли. И сюда же, в эту же арку одной воздушной петли опять провязываем 3 столбика с одним накидом. И вот так мы будем вязать в каждую арку одной петли вот 2 такие группы по 3 столбика, а между ними 2 воздушные. Здесь сейчас выполняем 1 воздушная петля. Этот хвостик уже в принципе можно обрезать, он у нас тут закреплен, ничего с ним не случится. Итак, я сделал 1 воздушную петлю и теперь в следующую арку одной воздушной петли провязываем 3 столбика, 2 петли, 3 столбика в арку одной петли. Провязываем 3 столбика с одним накидом. Две воздушные петли. И еще 3 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Провязали вот наш уголок, теперь 1 воздушная петля. И уже в следующую арку опять то же самое. Итак, провязываем сейчас ряд до конца. В углах у нас 3 столбика, 2 петли, 3 столбика. И между вот такими уголками у нас здесь 1 воздушная. Провяжем вот так до конца. Итак, я провязал второй ряд до конца, выполнил последний здесь уголок, 3 столбика, 2 петли, 3 столбика. После последнего вот этого столбика я выполняю 1 воздушная петля и соединяемся соединительной петлей в третью воздушную петлю подъема. Все, сейчас выполняем соединительную петлю в следующий столбик и в следующий столбик. И сейчас мы будем менять цвет, и я буду обрезать нить. Я оставлю здесь сейчас пару сантиметров, чтобы замкнуть под столбиками следующего ряда, и обрезаю нить. И сейчас крючком я просто эту нить вот так вытягиваю. Все, как бы мы ее ни тянули,
мы ее только сильнее будем затягивать, ничего с ней не случится. И сейчас я вот так ее буду прокладывать, и под столбиками следующего ряда я буду ее прятать. А сейчас я буду присоединять другой цвет. Вот у меня нить другого цвета. Я никакие узелки, ничего не делаю. И сейчас вот в этот угол, вот где мы здесь обрезали нашу нить, в этот угол я вставляю сейчас вот так крючок и этот хвостик сюда, чтобы его замкнуть. И цепляю уже нить другого цвета. Просто вот так ее зацепил. И вытаскиваю ее сюда. И теперь я уже цепляю обе нити, то есть саму нить и кусочек этот маленький, который у меня там. И протягиваю в эту получившуюся свою петлю вот так до конца, пока у меня не вылезет вот этот хвостик. Все, теперь его вот так можно подтянуть, и вообще с ним ничего не случится, это невозможно теперь никак распустить. И я его сейчас вот так назад, и также под столбиками я его спрячу. И сейчас мы здесь выполняем наш уголок. 3 столбика, 2 петли, 3 столбика. Здесь у меня уже одна петелька есть, я выполняю еще 2 петли. Раз, два. Все, это вот можно подтянуть, никуда это у нас не денется. И сейчас выполняю еще 2 столбика с одним накидом. Накид. И в эту же арку угловую провязываю столбик с одним накидом. И еще один столбик с одним накидом, второй. То есть всего у меня здесь получилось сейчас 3 столбика. Теперь выполняем 2 воздушные петли. И еще 3 столбика сюда же. Накид. И в эту же арку я провязываю еще 3 столбика. Раз. Два. И 3. Все, вот эти у меня хвостики, они там сильно прижаты, ничего с ними не случится, я их даже сейчас обрежу. Я прям вот так сейчас эту работу свою придерживаю, вот так пальцами, и прям под корень я вот эти 2 нити здесь вот так обрезаю. Все, ничего с ними не случится. И вот так это выглядит. Здесь у нас столбики подтянутся. И вообще здесь не видно то, что мы меняли нить. Ну и также сейчас вот этот хвостик я здесь тоже обрежу. Теперь возвращаю крючок в петлю. Также после групп столбиков мы выполняем 1 воздушная петля. И в следующую арку одной воздушной петли провязываем столбик с одним накидом. Сейчас выполняем столбик с 2 накидами, рельефный лицевой. Выполняем 2 накида на крючок. И под нами вот идет группа столбиков. Тут 3 столбика. И мы вокруг второго делаем рельефный лицевой с 2 накидами. Прям крючок вставляем вокруг этого второго столбика, вот так, за его тело этого столбика. Цепляем нить и уже провязываем как столбик с 2 накидами. Только таким захватом он у нас получается рельефный лицевой. То есть вот он у нас как будто здесь прям спереди. То обычно мы в вершину столбика вяжем, а здесь за само тело столбика. И теперь еще один столбик с одним накидом, только с другой стороны, вот опять в ту же самую арку. Столбик с одним накидом. И теперь у нас 1 воздушная петля. И уже в следующую угловую арку мы провязываем вот этот наш уголок. В арку угловую 2 петель провязываем 3 столбика с одним накидом. Две воздушные петли и еще 3 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Одна воздушная петля у нас разделение между группами. И опять вот здесь у нас посередине одна арка одной петли. Мы в нее вяжем столбик с одним накидом.
столбик с двумя накидами, рельефный лицевой, вокруг второго столбика, который сразу у нас снизу идет. Вот тут было 3 столбика, и мы вот так вокруг него вставляем крючок прямо за само тело и провязываем столбик с двумя накидами. Все, и столбик с одним накидом опять в ту же арку, в которую мы уже сделали столбик с одним накидом. Вот так. Теперь одна воздушная петля и опять уголок. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Итак, я провязал третий ряд до конца, выполнил последний здесь столбик с накидом, столбик с двумя накидами рельефный лицевой и столбик с накидом. Одна воздушная петля, и теперь мы соединяемся в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. Сейчас приступаем к четвертому ряду. Соединительными петлями пробираемся вот в эту угловую арку двух воздушных петель. Соединительная петля и соединительная петля в следующий столбик. И теперь соединительная петля в следующую арку двух воздушных петель. И здесь мы сейчас провязываем наш вот этот уголок. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И еще 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. Две воздушные петли. И в эту же арку 3 столбика с одним накидом. Уголки у нас всегда одинаковые. 3 столбика, 2 петли, 3 столбика. Здесь на прямой части у нас одна воздушная петля. И в следующую арку одной петли мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз. Два. Три. Одна воздушная петля. И в следующую арку также 3 столбика с одним накидом. Раз. Два. И третий столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, и у нас опять начинается уголок. 3 столбика, 2 петли, 3 столбика. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Провязали четвертый ряд до конца, выполнили последние 3 столбика с одним накидом, одна воздушная петля, и теперь в третью воздушную петлю подъема соединяемся с соединительной петлей. И сейчас я буду менять цвет. Я выполняю соединительную петлю в следующий столбик, следующий столбик, и сейчас обрезаю нить. Оставляю пару сантиметров, чтобы замкнуть под столбиками следующего ряда, и обрезаю. Все, теперь я крючком вытаскиваю вот так этот хвостик и вот так замкну сейчас под столбиками следующего ряда. Я беру сейчас другой цвет, вот так просто на палец его одеваю, держу, и этот хвостик сейчас я буду замыкать. И вот в этот вот эту угловую арку вставляю крючок, цепляю нужный мне цвет и просто его вытягиваю. И вот у меня здесь образуется вот такая петелька. И теперь в эту петлю я вот эти обе нити, хвостик и саму нить главную, я просто продеваю в эту петлю до тех пор, пока у меня хвостик не вылезет. Вот так. Все. Теперь этот хвостик у меня здесь закреплен. И вот этот хвостик вот так просто все это дело подтягиваем, никуда у нас это не убежит. И этот хвостик я также вот так назад и буду под столбиками прятать. И сейчас мы приступаем к пятому ряду и провязываем наш уголок, как обычно. Первые 3 воздушные петли подъема, но здесь я делаю 2 петли, потому что вот одна уже есть. Это первый столбик с накидом, и еще 2 столбика с накидом сюда же, в эту же арку. То есть мы уголок этот вяжем точно так же. 3 столбика, 2 петли и 3 столбика. При этом вот эти хвостики я прячу под столбиками. 2 столбика сюда же.
Все. И сейчас я вот эти вот два хвостика прямо под корень здесь обрежу. Все, вот у меня эти два кусочка, я их там обрезал. Теперь далее, после уголка у нас здесь идет одна воздушная петля. И в следующую арку одной воздушной петли мы провязываем вот так, как мы вот здесь вязали, с рельефным столбиком. То есть сперва мы провязываем столбик с одним накидом, затем рельефный столбик с двумя накидами вокруг столбика, который у нас прям под нами идет. Вот он, второй. Вот так крючком мы его обхватываем и провязываем столбик с двумя накидами. Он у нас получается рельефный лицевой. И столбик с одним накидом опять вот в эту же арку, в которую мы уже провязали. Вот так у нас получается. И опять в следующую арку то же самое. Сейчас одна воздушная петля у нас, разделение идет между этими группами. Накид. В эту следующую арку столбик с накидом. Затем 2 накида на крючок. Рельефный лицевой мы выполняем вокруг рельефного лицевого, вот этого большого. Вот так вокруг него вставили крючок и провязываем рельефный лицевой. Также с 2 накидами. И столбик с накидом в эту же арку. Одна воздушная петля разделения. И в следующую арку мы провязываем то же самое, вот как здесь сейчас провязали. Столбик с одним накидом в арку одной воздушной петли. Столбик с 2 накидами рельефный лицевой. Вот так ниже у нас тут столбик идет. Вокруг него вот так вставили крючок, провязали. Столбик с 2 накидами рельефный лицевой. И столбик с накидом опять в эту же арку. Все, одна воздушная петля, и у нас уже идет опять уголок. И по этой стороне мы провязываем то же самое, как мы сейчас провязали. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 5-й ряд до конца, выполнили последние здесь вот эти наши 3 столбика, одна воздушная петля. И в 3-ю воздушную петлю подъема мы просто соединяемся с соединительной петлей. Теперь приступаем к 6-му ряду, выполняем соединительную петлю в следующий столбик, соединительная петля в следующий столбик и соединительная петля в следующую угловую арку 2 воздушных петель. И здесь мы сейчас, как обычно, выполняем наш вот этот уголок. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, и еще 2 столбика с одним накидом сюда же, в эту же арку. 2 воздушные и 3 столбика с одним накидом в эту же арку. В этом ряду у нас рельефных столбиков не будет, мы будем просто вязать обычные по 3 столбика с одним накидом. Уголки у нас всегда одинаковые. Здесь выполняем 1 воздушная петля, и уже в следующую арку одной петли мы провязываем просто 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петля. И так повторяем в каждую из этих арок, вот 1, 2, 3, просто по 3 столбика с одним накидом. И уголки у нас точно такие же остаются. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 6-й ряд до конца, выполнили последние 3 столбика, 1 воздушная петля. Теперь соединяемся в 3-ю воздушную петлю подъема соединительной петлей. Выполняем соединительную петлю в следующий столбик и в следующий столбик. Теперь обрезаем нить, оставляем пару сантиметров. Этот кусочек мы потом спрячем. И теперь нам нужно связать еще один такой же квадрат.
точно такой же. Вы видео сейчас назад перемотайте и провяжите еще один точно такой же квадрат. И уже затем между собой мы их будем соединять. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. И поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд. До скорого!